Приветствую вас на этом раскладе, мои дорогие. Это расклад на любовь и отношения. Ваша вторая половинка. Что сейчас с ним или с ней происходит? Что нового в жизни? Как будет складываться между вами? Чувства, мысли? К чему все идет? Мы просмотрим для вас все подробно. Устраивайтесь так, чтобы вам ничего не мешало, и вы с максимальной пользой провели время. Это двухстороннее таро, как я уже сказала. И вы будете видеть здесь ту и другую сторону, да? Потому что так уж карты эти сделаны. И я буду смотреть как прямые, так и перевернутые в этих рамках. Мы просмотрим, что человек о вас думает, что чувствует. И та вторая половинка, которая назначена для вас самой судьбой. Вы можете знать этого человека, загадайте его. Это может быть ваш любимый, родной, может быть муж или знакомый, или же новый знакомый, или вы встречаетесь. Это может быть так, что у вас вообще никого еще нет. В этом случае, может быть, что-то нужно исцелить из вашей родовой истории, может, какая-то кармическая история, или из юности. Какой-то зажим, может, есть, болезненная ситуация. Во всяком случае, расклад точно подойдет для всех. Что-то вы услышите то, что вам именно нужно услышать в данный момент, чтобы помочь вам жить в любви, счастливо. Итак, то, что будет резонировать, берите себе, а то, что не будет, можно отбрасывать за ненадобностью. Это один расклад, но это не означает, что один для всех. Это означает, что каждое мое слово каждый услышит по-своему. И калейдоскоп моих слов и карт сложится только в вашу уникальную картинку мира. Не сомневайтесь, так оно и будет. У нас здесь вообще десятка пентаклей. Это как бы дно колоды, да, потому что я уже остановилась. Уже больше не буду мешать, уже буду работать. Дно колоды десятка пентаклей. Смотрите, как вы здесь, вот вы вместе, и вы стоите перед патриархом вашего рода, да, это трон, это трон родовой памяти, где сидит патриарх вашего рода, и вы у него получаете благословение на благополучную жизнь, потому что 10 пентаклей — это когда хватает на все, много денег, много всего лучшего, у вас есть место, где вы живете, есть жилье, есть в доме все как полная чаша, вы знаете, чего вы хотите, вы друг другу подходите, и ваш патриарх вас благословляет. Посмотрим ее с другой стороны. Вот этот патриарх и есть. Видите, белая собака — это, конечно, друг. Это то, что ваши предки вас благословляют на счастливую личную жизнь. Ну а я начинаю. Итак, ваша вторая половинка. Что за карта выходит? Смотрите, это рыцарь жезлов. Это очень хорошая карта. Для многих проиграется, что вы вот-вот на пороге того, чтобы встретить рыцаря жезлов и влюбиться в него, и он влюбится в вас. И высшая сила в виде этого огненного феникса, да, то есть возродить хочет вас назад к любви, назад к жизни возродить. Придет человек, который возродит вас к жизни, возродит вас назад к любви, вернет вам то, что утрачено, что потеряно, что вас украли, ваше сердце украли. Может быть, кто-то вас обидел. И в личной жизни, может, было все не так, как нужно в последнее время. Эта карта возродит вашу веру в человечество, веру в партнерство и так далее. Это одна сторона, это сзади, это человек. И вот видите, это партнер, это человек, который, знаете, в пустыне находится, то есть без вас ему плохо, он находится как бы в пустыне. А еще рыцарь — это новости о любви. Это очень хорошая карта. Обратите внимание, что карта перевернутая, и здесь у нас выходит, что я сейчас эту карту вот вам покажу в таком виде. Вот она спереди, а там будет сзади, да? Если я ее так переворачиваю, она в прямом становится. Вот это особенность этого таро, что мы смотрим и в прямом, и в перевернутом. Вот так вот она была в перевернутом, а когда ее флип, вот так видите, она в прямом становится. То есть мы смотрим обе стороны. Эта карта прежде всего говорит о том, что вы будете счастливы. У вас будет все, чего вы захотите в жизни. Вы звезда, вы красавица. У вас будет счастье, у вас будет достаток, у вас будет взаимопонимание. И уже человек ищет вас по вашей внутренней и внешней красоте, по вашим признакам, потому что только вот такая, как вы, это притяжение, это дух любви. Дух любви — это обоняние прежде всего, это же аромат любви, да, аромат цветов, аромат нежности, аромат звезд. Это то, что человек хочет вам дать. И перевернутая карта говорит, что он долго уже ищет вас. Видите, дождь идет. И вот это он, как фантом.
Он долго ищет, ему не везло тоже в любви, как и вам не везло. И сейчас он вас находит. Этот человек вас сейчас находит, да? Очень хорошо. Старший аркан. Это очень классно. Итак, ваша вторая половинка. Обратите внимание, прямая карта прежде всего. И она говорит, что вот кто-то пробовал вас поставить на колени, но вы звезда. Вас поставить на колени невозможно. Кто-то пробовал внушить вам что-то, поработить вас, да? Потому что это пятерка меча. Может, вы пострадали от предыдущих отношений. И в перевернутом значении с другой стороны вы уже вышли из этого плохого состояния, из этих ущербных отношений. Но вы уже вышли, но вы не чувствуете, что вы вышли. Вы как бы погрязли эмоционально там и не можете никак эмоционально это забыть, потому что это больно. Но физически вы уже вышли из этого ада. Теперь вам уже туда дороги нет назад. У вас будет все намного лучше, чем было раньше. В этом вы даже можете не сомневаться. В прямом движении было бы так, но я сейчас пока в перевернутом посмотрю. Это Верховная Жрица. Верховная Жрица прежде говорит, что, видите, перемены, потому что Луна — это символ перемен, это символ нового цикла. Вы давно уже готовы к новому циклу отношений, но вы не видите это перед собой, потому что слезы, горечь обид и все вот это как бы поработило вас, взяло вас в какие-то рамки, и вы не видите возможности. Но здесь вы сидите прямо на своем троне, прямо перед, видите, такая панорама возможностей, открыты возможности для вас. Верховная Жрица прежде всего говорит о мудрости того, что все меняется, все проходит. И это пройдет, и будет счастье. И эта боль, и эти слезы пройдут обязательно. В перевернутом значении пятерка Пентаклей говорит, что да, было все связано с деньгами, с ценностями, да, с какими-то. У вас и у него были разные ценности, разные приоритеты. Но тоже вот, может быть, он вас хотел обмануть насчет денег, может, он хотел взять у вас что-то и не дать ничего взамен. В общем, вы вот пострадали от человека. Ведь Пентакли — это не только деньги, это тоже ценности. И этот человек вам давал ложные ценности. Понимаете? Полностью ложные ценности вам показывал. И это, конечно, вас очень расстраивало, потому что вы не видели вообще выхода. Какая-то, или у него была долговая какая-то тюрьма, или он погряз в долгах, или просил у вас помощи, или же родня как-то обманула, украла деньги. Что такое было? Карта Солнца. Карта Солнца говорит, что вот не волнуйся, видите, внутренний свет даже на пятерке Пентаклей есть. Когда вы страдали, переживали, уже ангелы вам хотели помочь. Ангел Солнца — это Архангел Михаил. Он уже хотел выйти на связь с вами и помочь вам. Но вы его не слышали. Он вокруг вас был всегда, пытался помочь. Но теперь четко выходит карта Солнца. А Солнце — это мужской свет внутри, да, человека. И здесь говорит, что будет присутствие мужчин. И присутствие этих мужчин еще будет такое благоприятное, что вы еще будете выбирать из нескольких мужчин. У вас будет еще счастье впереди. Вам будут попадаться очень приличные, достойные люди, которым можно будет доверять. Солнце — это же старший аркан, понимаете? То есть вам будут приходить, смотрите, то, на что посмотрел предсказатель, то особо важное. Я опять увидела десятку Пентаклей. И она говорит о том, что вы еще будете очень счастливы в любви. Эта карта и первая вышла. Вы еще будете очень-очень счастливы в любви. То сейчас грядет к вам. Если в прямом движении, то вы здесь видите двойку меча. У вас будет два человека слева и справа, но вы будете бояться с ними войти в контакт, потому что вы уже пострадали от отношений. И в перевернутом значении мы видим, что, понимаете, это из-за того, что глаза закрыты. Если здесь вы видите, не видно, что закрыто. Почему не видно? Вы вроде смотрите, но не понимаете, куда вам идти, поскольку привыкли, что вас обманывают, вас обижают. Но здесь потому, что глаза закрыты. Откройте глаза, и вы увидите две возможности, и вы увидите что-то не страшно, потому что Солнце здесь. Перспектива у вас есть. У вас есть перспектива начинать новые счастливые отношения. В прямом движении шестерка меча говорит, что вы уйдете от трудностей, но вначале это будет какая-то иллюзия. Потому что вот этот человек, который вас предал, он вам чего-то обещал. Он вам обещал золотые горы, но он ничего этого не сделал. Вот просто говорил и ничего не сделал, да, и держал вас в таком состоянии подвешенном долгое время. Может быть, у кого-то даже проиграется долгие годы. И вы не хотите ничего видеть, потому что вы знали, что все, что он вам говорит, это все обман. Обман.
Ну, может, он вообще такой иллюзорный человек, он сам верит в свой обман, да, вот это может быть вполне, потому что 6 меча говорит, что он обещал вас спасти, вывести вашу ситуацию в лучшее время, он пообещал все устроить. Если, например, треугольник был, четырехугольник, какие-то качели, он обещал все устроить, но долгое время ничего не делал. И когда этот человек ушел, теперь новые отношения, вы боитесь дважды, потому что долгое время вас держали вот в этом состоянии, когда вами руководили, управляли. Но новый человек будет как маг. Вот сразу в прямом вышел вначале, да? Смотрите, цветы — это высокая энергетика цветов, это энергетика чувственная между вами и вашим партнером в будущем. Здесь я вижу, что ваша вторая половинка — это очень достойная личность. Солнце, маг, звезда. Видите, какие старшие арканы? Ваша вторая половинка — это очень достойная личность, очень достойная. И можно на него положиться, потому что он умеет заработать, он умеет любить, он умеет все превратить как в нужное. Он хозяин своего слова прежде всего. И этот человек грядет, это ваша вторая половинка, самая лучшая, которая может быть, и высшие силы вас подведут к этому человеку. Когда мы видим вот эту карту с теневой стороны сзади, и в перевернутом состоянии эта карта никак не хуже, потому что прямо перед вами вот это звездное небо. То есть все мечты будут исполняться, она никак не хуже. Видите, она не становится хуже. Так что здесь высшие силы вас подведут к новой любви, и эта любовь будет обязательно счастливая. Это видно по картам, да? Я вам показываю карты крупным планом, чтобы вы все могли увидеть. Иерофант выходит тоже в прямом. И здесь, знаете, жизнь научила этого человека, потому что он с вами неблагородно поступил, он остался вот в таком ущербном состоянии, да? Иерофант прежде говорит о законах природы, что посеял, то пожнешь. Вот как он издевался над вами, теперь вот ему это и будет по жизни этому человеку. Иерофант часто нам говорит о том, что это как поучительство, да, вот этот человек, он хотел вас поучать, как лучше жить, он как бы знал, что делает. На самом деле, вот эти люди, которые пришли к Иерофанту, они держат свет и они держат книгу. Вот это очень важно увидеть, что Иерофант, у него нет ни книги, ни света, ничего нет. Он им предлагает что-то. Что он предлагает им? У них у всех все есть. Этот человек вам что-то предлагал. Ну, непонятно что. А у вас все было. Вот это вы как бы в этих двух персонах, да? У вас и внутренний свет есть, и понимание, куда идете, и добропорядочность, и трудолюбие. Все у вас есть. Вы готовы для счастливого брака, для счастливых отношений. И книга — это ваше знание, это записи Акаши, где у вас счастливая судьба. У вас все в руках, все ресурсы у вас есть. Этот Иерофант вам больше такой не нужен. И здесь вот с другой стороны мы видим, что на самом деле он как ребенок держит ключ. Понимаете? И может быть колдовство, которое какое-то было сделано. Видите, яблоки — это, кстати, колдовской элемент. Он как ребенок, этот Иерофант, он ничего не знает. Он как бы притворяется, он на самом деле был вот этот бывший ваш не таким, как он есть, но хотел умнее и лучше показаться, чем был. А вы взрослые люди, у вас есть именно ресурсы. У вас именно ресурсы есть. И вы предложили этому человеку ваши взрослые ключи, ваш взрослый выход, да, взрослые отношения. Взрослые отношения хотели, но он как мальчик повел себя. Вот здесь, видите, ребенок. Он как мальчик себя повел, как незрелый. И вообще перечеркнул вас любую веру в мужчин, в отношениях. Вы как бы потеряли эту веру из-за того, что этот человек себя повел совершенно непорядочным образом. Но я хочу сказать, что новое будет, новый маг новый. Эта карта перевернутая. Если вы посмотрите вот так, вы видите ее прямое значение, это сзади, да? Это трудолюбие, это заяц или кролик, это плодовитость. Плодовитость какая-то у вас есть, но он истощил вас, бывший ваш, или тот, который вам навредил, он вас истощил. А в перевернутом значении эта карта говорит, что деньги тоже было на деньгах, деньги были потеряны. Это королева Пентаклей, если вы так посмотрите, видите, королева Пентаклей. Вы потеряли с ним не только деньги, но и ресурс, силы потеряли, потому что Пентакли — это ваша сила, ресурс ваш. Но ваш сокол остался с вами, то есть ваша смелость для нового заработка. Вам он дал вот такой лимон, да, лимон дал. То есть сделал
ну, кисло себя повел, недостойно совершенно, кисло себя повел. Я вообще эту карту хочу сейчас делать магию вот таким образом. И она не зря здесь, у меня цветы здесь, это высокая энергетика плодовит цветов. И здесь заговоренная карта, чтобы у вас деньги опять были. Если вы потеряли деньги с этим человеком, потеряли время с этим человеком, потеряли свой ресурс, то здесь вы восстановите и деньги, и силы, и ресурс. Здесь мы видим умеренность, умеренность перевернутая. Ну, может, человек выпивал, или у него какие-то другие были страсти, или он непорядочно себя вел, или он не хотел заработать, не хотел правду вам говорить, не хотел все в дом нести, не хотел с вами прямую, чистую игру такую, да, а как-то играл, ну, криво-косо, обманывал вас. Карта умеренность, что-то он делал неумеренно. И когда мы видим ее другую сторону, мы видим здесь символ льва, в умеренности символа льва. Потому что ваша сила осталась с вами. Ваша сила осталась с вами. И чайка обычно означает, что это новая возможность. Сила осталась с вами. Это как архангел Михаил вас защищал в этих отношениях, чтобы этот человек вас не обидел. Высшие силы, разве думаете, не знают, что вам нужно счастье? Высшие силы всеми силами хотят вам помочь, найти дорогу к вашей второй половинке, к человеку, который будет любить. Вот видите, как сказала, и карты просто подтверждают мои слова. Потому что 8 жезлов — это оно и есть. Это поиск любви. Уже высшие силы направляют к вам вашу любовь новую. Или это может быть, знаете, это может быть примирение с тем человеком, с которым еще возможна любовь. У многих так проиграется, что с тем человеком, с которым вы сейчас, с ним возможна любовь. И здесь примирение, здесь улучшение отношений. В общем, эта карта очень положительная, она всегда положительная. Она всегда говорит, что Вселенная на вашей стороне. Все идет, видите, параллельно, все идет по системе высших сил, которые помогают. Это творческая энергия Творца, которая хочет проявиться через вас, дать вам счастливые отношения, счастливую вторую половинку или улучшить ваши отношения, сделать ваши отношения прекрасными. А с теневой стороны, перевернутая карта, мы видим, видите, здесь что-то разбилось. Это lightning, или же, как сказать, молния, да? Молния. И эта молния застала вас врасплох. Может быть, вы поссорились на пустом месте, как молния. Или это кто-то с глаз сделал, кто-то сделал порчу, кто-то сделал наговор, кто-то помешал вашим отношениям. Какие-то могут быть третьи лица или обстоятельства, как молния. Вот внезапно совершенно, или человек ушел внезапно, или скандал получился внезапно, и точно третьи лица были замешаны. Но сейчас все будет исправляться. Видите, какая здесь карта? Рассвет, здесь уже примирение, здесь уже нет никакой молнии, ни грозы, ничего. Так что ваши отношения будут переходить на новый счастливый уровень. Это у многих проиграется, но у некоторых проиграется, что это новая вторая половинка. Я здесь точно вижу это. Да, точно. Потому что это королева жезлов, это вы. Вы в фаворитном положении. Вы в положении выигрыша. Вот видите этот жезл, который вот здесь стремление вам угодить, стремление найти человека, найти примирение или человека нового. И вот здесь вы уже в этом положении очень успешны. Красный наряд, конечно, это победа. Победа будет за вами, вы будете еще счастливы, не сомневайтесь в этом. И вот эта повязка, видите, осталась у вас, но у вас она поднялась. Я надеюсь, что видно. И у нас здесь была карта, где у вас были завязаны глаза. Вот эта карта. Видите, были завязаны глаза. Вы не видели, что есть на самом деле, потому что вас обманули, вас запутали, вам дали ложную информацию, что-то скрывали от вас. Вас хотели использовать. На истребление просто шло какое-то. Как это напасть на истребление. И вот эта вся дезинформация, это все, знаете, это вся грязь, гадость, это вся от других людей, она вам закрыла глаза, вы боялись даже смотреть. Или вправо, или влево боялись смотреть, потому что знали, что хорошего не может прийти от людей. Но здесь вы уже в победе. Вот эта повязка, вы подняли ее, вы нашли в себе силы, смелость. Вы подняли эту повязку, вы посмотрели вокруг, и вы увидели, что стоит жить. Есть для чего жить, есть для кого жить.
И вторая половинка, она просто материализовалась. А с этой стороны ваш трон, это в перевернутом положении, вы видите, что трон, он такие корни. Это поиск. Корни, как у дерева, это поиск пути. Вы искали, вы не просто сидели на месте, вы искали вторую половинку, вы искали счастье, и вас искали. Вот эти жезлы, это их поиск. Видите, какой поиск? Это корневая система счастья. Счастье вам тяжело далось. И поэтому оно вам далось, потому что вы стремились, вы не сдавались, не опускали руки. Это счастье, которое вам тяжело далось, теперь ваше по праву. Это счастье принадлежит вам по праву. Опять десятка пентаклей выходит. Потрясающе совершенно, да? Карта себя показывает третий раз, девочки и мальчики. Все карты на этом столе выходили однажды, а десятка пентаклей третий раз. И я хочу сказать, что в предыдущих отношениях, видимо, не было ни достатка, ни денег, ни порядка. Или были деньги, не было любви. Не было никакого притяжения, холодная постель и такое все. Или же, знаете, хотелось, но не получалось. Да, вот днем хочется, а ночью ничего не получается, потому что человек себя не оправдал, человек себя показал с плохой стороны. А здесь десятка пентаклей говорит, что теперь будет все по-другому. Но третий раз выходит, троекратно, да? Троекратно — это всегда магически. Это выход, это исцеление, это молитва аффирмации. Троекратно всегда молитва произносилась и произносится. И божество в трех лицах, и вообще троекратность здесь прослеживается. По этой карте вы еще будете очень-очень счастливы. Теперь вы заработали, вы заслужили это счастье. И вот патриархат ваш, это патриархи ваши, это ваши хранители рода, они благословляют вас на новое счастье, на вашу вторую половинку, которая достойна вас. Вот зеленый цвет у него в наряде — это примирение. Это как венчание. У многих будет венчание или обновление, обещание друг другу. Когда есть полное взаимное доверие, полное доверие. Когда тоже есть доверие, что денег достаточно. Это и финансы, и это улучшение жилищных вопросов. Когда есть достаточно денег. Кстати, вот я обратила внимание, что на дне колоды. То, что предсказатель на что обратил внимание, то и актуально, девочки и мальчики. На дне колоды колесо фортуны. Вот, пожалуйста, вам подтверждение. Ну, там еще чаши, любовь, но я просто уже... Эти карты, они двусторонние. Но на что предсказатель обратил внимание, то имеет место быть. И здесь мы видим колесо фортуны. Это вам судьба дает вторую половинку, достойную, которой можно доверять. Человек добрый, порядочный. Такой, какой нужно. Такой, который подходит вам, как перчатки, а вы ему подходите полностью. Это большое счастье. Здесь я вот скажу, что ваша вторая половинка оправдает ваши надежды. У очень многих проиграется что-то примирение, и наконец-то человек исправится. Но у некоторых, у кого такое невозможно, это только у некоторых, у вас есть возможность встретить счастливую вторую половинку. Не откладывайте на потом свое счастье. Потому что счастье вот-вот на пороге. И колесо фортуны не зря вышло как заключительная карта. Десятка пентаклей трижды себя показала так, что это троекратно точно сбудется. Это венчает вас небеса. И опять же, ваш род и небеса — это как Бог Отец. Вот Он собственной персоной венчает вас, понимаете? Приносит вам благословение свое. А вот это ваш замок, это может быть квартира у вас общая или дом. Или, может быть, вы вместе съедетесь, будете жить счастливо. И у вас на все хватит денег. Финансы будут пополняться. Это такие финансы, финансовая независимость. Прекрасное состояние. И вы это заработали, заслужили. Это не просто так вам пришло, не с неба упало, а по заслугам вам дается. Здесь я вижу тоже колесо фортуны подтверждает это и говорит: да будет так, аминь, вот подтверждение, да, что вы будете очень счастливы. Так что вот вторая половинка, девочки и мальчики. Все четко при вас показываю, чтобы вы все видели. И это свидетели живые, эти карты, правда, свидетели вашего счастливого будущего. А я вам от сердца, от души желаю счастья. Я знаю точно, что у вас будет все замечательно, у вас все будет просто очень хорошо. Ставьте, пожалуйста, лайк или дизлайк, оценивайте мою работу, потому что для вас это выражение эмоций. А выражение эмоций — это очень полезно. И, как я уже не раз говорила, и эмоция, ну как эмоция, и буква «Е»
это по латыни выразить во внешний мир. Эмоции — это движение. Движение души, эмоции нужно выражать. Тогда это хорошо для вас. А также подписывайтесь, если не подписаны. Если красным написано «подписаться», значит, вы не подписаны. Нажмите «подписаться», тогда это красненькое станет серым, то есть вы подписались. Потому что я уже с вами дружу, делаю для вас расклады, и когда вы дружите со мной, это, кстати, ничего не стоит. Потому что дружбу не купишь за деньги. Когда вы подписались, у нас обоюдная дружба, так что это очень хорошо. Здесь расклады для вас. Я знаю, что мы с вами обязательно и очень скоро увидимся. И еще я знаю, что у вас все будет просто замечательно. До новых встреч, уважаемые друзья!